Декабрь месяц достаточно важный для eFootball, поскольку именно в этот месяц стартует кроссплатформенность и, скорее всего, появятся первые оффлайн режимы, которые и ознаменуют собой появление других последующих оффлайн режимов в игре. Но, как это всегда и бывает, Konami продолжают отмалчиваться, а поэтому фанатам лишь остается гадать, как же будут выглядеть те или иные режимы. И наш излюбленный режим, оффлайн режим Мастер Лига, тому не исключение. Не так давно один из рукастых фанатов поделился своими концептами того, как же могли выглядеть катсцены из 13 части в eFootball. Так сказать, старый контент на новый лад, и в рамках сегодняшнего ролика предлагаю это заценить все поподробнее. Как же может выглядеть Мастер Лига в eFootball 2023. Устраивайтесь поудобнее, в комментариях я буду ждать ваше мнение по всему услышанному и увиденному. Ну а если вы здесь впервые, подписывайтесь с колокольчиком. Ну а мы приступаем. Ну а перед началом этого ролика рекомендую подписаться на наши соцсети, а в частности группу ВКонтакте и Телеграм-канал. В группе ВКонтакте присутствуют все новости и слухи по eFootball. В Телеграм-канале также присутствуют новости, а также мой личный офф-топ по футбольным матчам, ну и время от времени мы встречаемся с игроками в лобби-матчах. Ссылки в описании. Если вы играете в eFootball, а ранее в серию PES уже далеко не первый год, то вы наверняка помните, что из себя представляли катсцены в 13 части игры. По большей части, некоторые из них вернулись уже в 21-й, но не все. Например, из 21 части пропали катсцены с секретаршей, которые присутствовали в 13 части игры. И именно данные катсцены и воссоздал один из фанатов. К сожалению, эти катсцены представлены не в виде ролика, а скорее в виде скриншотов, которые сделаны в 3D-программе. На обозрение игроков фанат представил именно те катсцены, которые проигрываются прямиком из кабинета менеджера, которые были в 13 части игры, когда секретарша рассказывал различные новости, которые касаются вашей карьеры. И, соответственно, как я и говорил ранее, это все старое на новый лад. По сути, тот же самый ракурс, тот же самый кабинет, только уже куда с более естественным освещением, куда лучшим качеством окружения, а в частности текстур, мебель, которая используется в кабинете, ну и, само собой, разумеется, модельки, куда же без них. Хотя, если так подумать, возможности создать своего менеджера нас лишили еще в 20 части, а поэтому рассчитывать, что в eFootball подобную возможность вернут, на самом деле опрометчиво. Однако не одним омажем едины, и фанат представил не только катсцены из 13-й пески, но и отчасти, которые отсылаются к FIFA. Например, катсцены с переговорами по контрактам, или, например, катсцены с тактикой, когда помощник тренера объясняет менеджеру ту или иную тактику, или как будет играть соперник, хотя, опять же, это из 13-й пески, взаимодействие с игроками и так далее. Конечно, качество этих работ буквально-таки кричит о том, что это что-то фанатское, это не прямиком из игры и выглядит слишком дешево, нежели могло бы выглядеть на самом деле, потому что подобным катсценам и этим скриншотам не хватает этакой кинематографичности. То есть не поймите меня неправильно, несмотря на то, что были воссозданы именно те самые фоны, тот же самый ракурс камеры, что и в 13 части игры, но на новый лад в 3D-программе это выглядит как-то неестественно. И опять же, если обратиться к FIFA и ее катсценам, один из важнейших элементов это кинематографичность, чего и не хватает подобным скриншотам. Но опять же, это фанатская работа, поэтому придираться не стоит. Выглядит и вправду неплохо, и было бы здорово, если бы Konami и вправду опирались на свои предыдущие труды. И сейчас речь не столько про катсцены, сколько про фишки режима карьеры, потому что если вы давно следите за серией, то наверняка в курсе, что с каждым годом, с каждой новой частью из режима карьеры пропадала та или иная фишка. И это касается не только 13 и 12 частей PES, но и, например, 18, когда карьера, которая, казалось бы, не менялась с виду, тем не менее обзводилась и теряла те или иные игровые фишки. Как вы считаете, дорогие друзья, насколько обрезанную или же наоборот усовершенствованную версию карьеры мы получим в eFootball 2023? Потому что рано или поздно этот режим все-таки дойдет до этой игры. Главным остается вопрос, насколько он будет интересным и обрезанным по сравнению с той же 21 частью. Добавят ли в него какие-то новые фишки, или же наоборот он потеряет все то, что обрел не так давно в 20 и в 21 части? Пишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку это способствует продвижению ролика и канала соответственно. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. Ну и про этот канал не забывайте, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока, дорогие друзья.